Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesty Games. И сегодня у нас на обзоре Эмиль-2, тяжелый шведский танк 9-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Мини-кранваген, да, мини-кранваген. Вот, начнем, конечно же, с бронирования. А тем более, что тут есть на что посмотреть. Go! Итак, collision модель нашего Эмиля второго. Да, это не первый Эмиль, это крепче. Ладно, НЛД. У нас такой некий щучий нос, да. НЛД 177 ВЛД. Под хорошим рикошетным углом и доходит до 260. Щеки у нас здесь, ну, по сути, 270 в приведенке. Но вот рикошета не пишут. Вот эта часть типа пробивается. Вот это нет, рикошетит. Хорошо. Основные бронеплиты башни. Давайте их смотреть. Под стволом 328. Здесь 350 до 380 в углах. Вот. Маска орудия квадратик под стволом 360. Кругляк вокруг ствола там 900. Да, башня, конечно, лютая. Ну, хорошая броня-то. Только вот под ствол вот сюда можно накидывать, пытаться. Это самая ослабленная зона. Все остальное тут не прошибается. Вот, боковое бронирование 60. Так себе он танкует, конечно. Ну, главное не перекручивать от борта. Но подставляйте вот эту вот щеку корпуса, да. Так что от борта не очень. Но башня эпическая. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть основные модули. У нас две пушки 9 и 10 левелов. По 3 снаряда барабан каждая. 360 альфа на девятке. 440 на десятке. Вот именно здесь самое прелестное, это 440. Плюс бронепробитие больше. Что на основном, что на голде. Вот, время перезарядки между выстрелами те же 3 секунды на обоих пушках. Вот, ДПМ чуть-чуть больше на топовой. Зато точность на топовом орудии хуже. Время сведения зато лучше. Вот тут вот так. Естественно, качаем топовую пушку. Тут даже что говорить. Обязательно рацию, обязательно двигатель. На стоке у нас 420 лошадей, на топе аж 550, а это где-то 20% подвижности топовый двигатель вам даст. Ну и топовую ходовую факт тоже качайте. Вездеходную ходовую во втором блоке. Точность, отстройку параллакса в четвертом блоке. Звукоизоляцию в пятом блоке. Здесь смотрим скорость назад. Нам не сильно это важно. От времени заряжания это важно. Акцент на ведение огня в седьмом. Вторым слотом мы берем огневую мощь. Да, на Эмиля берем огневую. Вот. И, кстати, можно будет потом, когда прокачаю полевую модернизацию, тут местами поменять вентиль со стабом. По оборудованию. Закалка, вентиль, стаб. По снарядам. Основной у нас подкалиберный, голда кумулятивный. Подкалибер минимальный, комфортный, летит косарь. А вот кумулятивный 840. Хотелось бы 900 с лишним видеть, но, к сожалению, 840, что, в принципе, все равно играбельно. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул. 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. По тактико-техническим характеристикам, которые мы не озвучили. У нас шикарные углы вертикальной наводки. Минус 12. По ХП 1870, и учитывая броню в башне, а играть мы будем от нее в принципе достаточное количество, как для девятки тяжелого танка. Скорость, вот тут, конечно, не все прям супер, но свои 40 он набирает уверенно, потому что 15 лошадей на тонну удельная мощность. По обзору у нас 437 метров, штрафик висит, нет, штрафика нету, что для тяжелого танка 9 левела тоже вполне неплохо. Еще раз, ярко выраженные минусы. Подвижность хотелось бы больше. От борта плохо играет. Это к минусам мы относим. К плюсам у нас невероятная пушка на 3 снаряда. С шикарной альфой в 440, потому что мы на топе будем обзор снимать. У нас просто эпические УВН, минус 12. Невероятная броня в башне.
эта тачка в основном-то играется от брони башни. Вот. Как-то так. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте поглядим, а как вообще Эмиль со своей броней, со своим орудием отыгрывается в современных боях. Погнали. Так, господа. Попали мы на заставу. Обзор боем Эмиль 2. Так, что-то карта большая. Вау, так, нормально. Шведский тяжелый танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка. Обзор боем. Сейчас поедем. Попали к десяткам. Врубаем голду. Что тут стесняться? Подвижность более-менее нормально. Для тяжелого танка сойдет. Для тяжелого танка сойдет. Кстати, давно не играл на втором Эмиле. Сейчас пересчет будет, даже вторая отметка возьмется. Класс. Появится. Прям реально, прям больше года не играл на этом танке. Я харта. Бачат у них поджался. Ох, легчайший барабан был. 1200 уже в копилке. Не, но пушку заряжается долго, это понятно. Два 7,7 что-то там дурит. Все, бачат поиграл. Что-то у них сюда танки вообще не пошли. Так, 2 дали. Сучок. Выехал-таки дал мне. Так, у нас засветик есть. Забрали. Теперь фазу надо ехать помогать. Блин, один снаряд. Не пойдет.
Так. У них все на зеленке стоят. Ребят, вообще хорошо. Отметочку апает. Это мы любим. Хорошо. 4К сделали. Все. Задача минимум выполнена. Барабан на тяжелом танке. Это всегда удобно. 4300 есть. Супер. Суммы. Ну все, победа. Турбослив у врагов, но мы успели. 3800 насрать, почти 3900, 440 насветить. Все, для 9 уровня 4К суммы сделали. Больше, чем 2 своих хп настреляли. Эмильк 2, мини-кранвагон. Удобный аппарат. Хорошая также броня в башне. Удобный барабан на 3 снаряда. Единственное, конечно, все равно, вот как по мне, немного долго заряжается этот барабан, к сожалению. Первое место у нас по урону. Играли против 10-х левелов на 9-ки. В этом-то и прелесть. Кранвагон. Эмиль 2. Это нагиб машины. Ребята, у кого есть в ангаре Эмиль 2, пишите свои комментарии, как вам эта тачка в целом, какое вы используете оборудование. Вот, я по 5-бальной системе твердую 4 этой машине ставлю, потому что на нем можно делать результаты. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лукасы. Но я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.